Приветствую всех на канале Китайфак, и сегодня на обзоре будет самый дешевый зеленый лазерный уровень с двумя плоскостями, вертикаль и горизонталь. Приходит вот в такой маленькой коробочке, и вот сам уровень. Он очень маленький, названия как такового у него нет, у разных продавцов он называется по-разному. В комплекте уровень, провод для зарядки, USB и micro-USB, и есть еще инструкции. Уровень действительно очень маленький, очень компактный. Вот если коробок спичек, то по высоте он получается даже меньше коробка. Стоит этот уровень 1400 рублей, зеленым лучом с красным лучом стоит 1000 рублей. Да, у продавца написано, что этот уровень самовыравнивающийся, но как оказалось, по факту компенсатора никакого у него нет. Так, ну давайте сейчас подробнее все рассмотрим. Итак, давайте посмотрим технические характеристики. Разъем для зарядки 5 вольт, батарея 280 мАч 3,7 вольта, вертикаль, горизонталь, длина волны 520 нанометров, класс лазера 2, расстояние 20 метров. Но это мы сегодня, конечно же, проверим, я не верю, честно говоря. Точность максимальная плюс-минус 4 мм, но не указано на каком расстоянии. Встроенный уровень пузырьковый, магнит для фиксации, LED-индикатор, размеры и вес 46 грамм. Вот, в принципе, вся инструкция на двух листочках. Итак, сам уровень сзади имеет неодимовый магнит. Это, конечно, очень хорошо, очень удобно. Зарядный порт micro-USB, здесь также маленький диодик, который будет гореть красным при зарядке. Спереди располагается лазерный излучатель с двумя призмами, вертикальной и горизонтальной. Сверху находится пузырьковый уровень, по которому и нужно устанавливать этот приборчик, и кнопка включения. В принципе, сделано все хорошо, но лично для меня весь смысл этого прибора теряется из-за отсутствия компенсатора. Функционал у него очень простой. Устанавливаете по пузырьковому уровню, нажимаете кнопку, и все, у вас проецируется на стену вертикаль и горизонталь. Но опять же, сейчас вы видите это на близком расстоянии, на коротком тут буквально сантиметров 35. Линии тоненькие, очень хорошие, но чуть попозже вы увидите, что уже на 3 метрах лучи безбожно расплываются. В таком случае лучше все-таки взять какой-то недорогой тоже нивелир, но уже с компенсатором, уже полноценный самоустанавливающийся лазерный уровень. Хотя бы с красным лучом. Тот же Fireco стоит чуть дороже, чем этот, где-то на 200-300 рублей с красным лучом. Да, он будет виден хуже, чем зеленый, сейчас даже можно заметить. Но это уже будет полноценный самоустанавливающийся уровень. Либо, конечно, можно взять такой же Fireco, только уже с зеленым лучом. Но это опять же для примера. На самом деле таких приборов очень много. Но еще раз повторюсь, лучше брать уже что-то с компенсатором. С этим прибором я, честно говоря, даже не знаю, что и делать. Никаких серьезных работ с ним точно не проведешь. Список недорогих 2D лазерных уровней с компенсатором я оставлю под видео. Также ссылку оставлю и на этот маленький приборчик. Может, кто-то для него найдет достойное применение. Но тем не менее, список оставлю из недорогих приборов. Переходите, смотрите, выбирайте. И давайте сравним толщину лазерных линий. Возьмем этот красный Fireco, зеленый и вот этот самый дешевый лазерный уровень. И сравним на разных расстояниях. Возьмем метр, 5 и 10. Итак, сейчас в комнате светло очень. Снизу идет Fireco F113XG, потом красный, его видно хуже. И сверху идет самый дешевый лазерный уровень. Ну, как можете видеть, на 1 метре линия у него уже расползается. И это всего лишь 1 метр. И также можно видеть, что он стоит уже кривовато. То есть компенсатора у него нет. Просто поворачиваю его, и как будто вы работаете с функцией заблокированного компенсатора. Но это, конечно, никуда не годится. Да, и еще пару слов об развертке лучей. Сама апертура окошка очень маленькая, и ни о какой развертке здесь речи и быть и не может. Ну, к примеру, вот сейчас на 1 метре Fireco зеленый заходит на потолок, то есть в ограниченном пространстве он закидывает луч. Самый дешевый уровень от центра к верху имеет хвост в районе 60 сантиметров. Это действительно очень мало. Так, давайте посмотрим на 5 метрах. Итак, на 5 метрах снизу идет самый дешевый лазерный уровень. Как видите, луч у него раздваивается, расползается, очень тусклый. Но, честно говоря, я не знаю, как делать по такому лучу разметку. Сверху идет Fireco, красный и зеленый. У обоих очень тоненькая линия, то есть здесь ни в какое сравнение не идет. Это небо и земля. Замерять толщину я сейчас не буду у Fireco. Все это можете посмотреть в подробном обзоре об этих двух приборах. Все есть на канале. На канале много разных обзоров, различных приборов с разными компенсаторами. Поэтому переходите, смотрите, выбирайте. По развертке на 5 метрах, вот как можете видеть, Fireco оба заходят на потолок. Красный так-то луч тоже виден, только на камеру его видно очень плохо. Самый дешевый уровень заходит буквально метр при установке на 5 метрах от стены. Ну и зеленый Fireco уходит практически до прибора. Разница, конечно, гигантская. Давайте посмотрим на 10 метрах.
На 10 метрах ситуация просто катастрофическая. Горизонтальную линию практически вообще не видно при включенном свете. Она расползается, полностью раздваивается. Вертикальную линию еще хоть как-то видно. У Fireco в этом плане, конечно, все хорошо. Давайте сейчас выключу свет. И вот вам, не знаю, видно, нет, вот сверху идет такая полностью разъехавшаяся линия. В толщине она стала где-то сантиметров 4. Ну, то есть с такой линией работать просто невозможно на 10 метрах. Вертикаль, в принципе, также разъехалась, она также раздваивается, и по толщине она где-то сантиметра 2-3. Ну вот, как можете видеть, это перекрестие вертикали и горизонтали. То есть работать таким уровнем просто невозможно. Сейчас пока проверяли толщину лазерных линий на разных расстояниях, он проработал несколько минут, и плюс ко всему он еще и нагревается. Друзья, проверять на точность не вижу никакого смысла этот прибор. Единственное, можно его сейчас еще разобрать и посмотреть, что внутри. Итак, вот здесь под крышкой находится вот такой аккумулятор, залитый какой-то субстанцией непонятной. И давайте посмотрим, что крепят эти два болтика. Так, вот я разобрал. Собственно говоря, ничего тут нету. Приклеен магнитик неодимовый. И провода просто уходят на сам излучатель. Ну, в общем, не знаю. 1400 это не стоит. Хотя, может, это и стоит 1400, только определенно точно это не нужно. Не знаю, кому как, но я в этой игрушке никакого смысла не вижу. Это действительно какая-то лазерная указка, только с линиями. Поэтому, друзья, не ведитесь на дешевизну. И да, здесь налицо обман продавца, так как он пишет, что уровень самонивелирующийся. Хотя по факту это не так. Если хотите взять на повседневные работы для дома, для небольших работ какой-то лазерный уровень, то обязательно рассматривайте прибор с компенсатором, который будет устанавливаться сам. Его хотя бы можно настроить, этот же уровень, ну просто никак не настроить. Как поверхность стоит у вас, так он и будет показывать. То есть у вас постоянно должна быть идеально ровная поверхность. То есть вот я, допустим, установил, пузырек у меня чуть-чуть уходит. И что мне получается, нужно сделать, что-то подложить, что ли, сюда, пока пузырек не станет ровно показывать. Но это же полная ерунда. Может, я, конечно, ошибаюсь, хотелось бы услышать ваше мнение, поэтому оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете об этом приборе и стоит ли его покупать. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх, не забывайте подписываться на канал, на телеграм-канал, впереди еще будет много новинок. Всем добра, пока-пока.